Путин обратился к Западу. Москва готова к сотрудничеству. Детали. Зеленский отправился на фронт и пошел в отказ. Схватка с Европейским Союзом. В Брюсселе заговорили о троянских конях. В Украине первый громкий приговор за публикацию видео в ТикТок. Одесситки огласили срок за то, что снимала мобилизацию на улицах страны. Удары по тылу Украины, новое оружие РФ. Разведка делает заявление. Предупреждение из Москвы для союзника. Кремль дает жесткий ответ Вучичу, который решил продавать боеприпасы ЕС. Немцы строят военный завод под носом РФ и Беларуси. Освобожденных граждан Узбекистана из рабства в Украине вернули на родину. А в мире новый тренд. Женщины стыдятся своих мужей и парней. Почему? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. В Украине первый громкий приговор за публикацию видео в ТикТок. Приморский суд Одессы признал местную жительницу блогера, у которой 150 тысяч подписчиков, виновной в препятствовании деятельности ВСУ. В частности, женщину судили за то, что выкладывала в ТикТок ролики о мобилизации. Об этом сообщает судово-юридичная газета. Женщина опубликовала видео с вручением повесток и работой блокпостов, добавляя комментарии, которые, по мнению следствия, деморализовали военных и население. В материалах дела говорится, что контент одесситки мог быть использован российской стороной в своих целях. Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы, но освободил с 2-летним испытательным сроком. Любое нарушение приведет к тюрьме. Это первое в Украине дело, где TikTok-видео признали полноценным доказательством в уголовном процессе. Юристы уже называют процесс прецедентом, который задает новые правила цифровой ответственности. Во время процесса обе стороны вели довольно острую дискуссию. Обвинение настаивало, что действия были систематическими, что комментарии и видео имели деморализующий эффект и что такой контент мог быть использован врагом для корректировки своих действий против Украины. В свою очередь защита пыталась оправдать обвиняемую. Мол, она не имела намерения нанести вред, не имела доступа к военным тайнам и вообще была положительно охарактеризована. А в Эстонии поставили точку в другом громком деле. Санитара дома престарелых отправили за решетку на 11 лет за преступление против подопечных. Суд признал его виновным в злоупотреблении доверием и совершении непристойных действий в отношении 8 пожилых клиентов учреждения. Речь идет о том, как санитар реализовывал свои извращенные желания. По данным из следствия, большинство пострадавших находились в тяжелом состоянии и не могли понимать происходящее или сопротивляться. Это были в том числе дементные больные. Суд установил, что Давыдов осознавал беспомощность подопечных и использовал свое служебное положение. Обвиняемый признал сам факт контактов. Учитывая количество потерпевших, способ совершения преступлений и умысел при их совершении, суд оценил степень его вины как большую и приговорил его к наказанию выше средней меры, то есть к 11 годам лишения свободы. В качестве судебных издержек обвиняемый должен будет выплатить 6705 евро. Удар по тылу Украины. Россия разрабатывает и готовится применять управляемые модульные планирующие бомбы. Новый тип авиационных боеприпасов, оснащенных турбореактивным двигателем. Их дальность до 200 километров, что позволяет наносить удары, не входя в зону действия украинской ПВО. Если раньше россияне применяли авиабомбы с радиусом до 75 километров по прифронтовым и приграничным районам, то теперь ситуация меняется и проблему признают в Главном управлении разведки Украины. Новые авиабомбы открывают для РФ возможность ударов по объектам в глубине украинской территории, включая тыловые базы, склады, логистику и инфраструктуру. Управляемые модульные планирующие бомбы не станут исключением, а их дальность до 200 километров позволит российским самолетам не входить в зону действия средств противовоздушной обороны сил обороны Украины. В то же время не исключается, что Россия сможет использовать УМПБ для ударов по объектам в глубине территории Украины. Предупреждение для союзника. Москва отправила сигнал Белграду. У Путина отреагировали на недавнее заявление президента Сербии Вучича, который предложил ЕС грандиозную сделку по продаже оружия, с которым покупатели могут делать что угодно, в том числе и передавать Украине. Песков дал понять, Россия не готова к тому, что ее солдат будут убивать боеприпасами из Сербии, президент которой приезжал в Москву на военный парад 9 мая. Вучич буквально пару дней назад заявил, что сербские склады переполнены, страна производит снарядов больше, чем Франция, и тогда же Вучич подчеркнул, что Сербия остается военно-нейтральной, но готова к сотрудничеству с европейскими армиями. Песков также считает, что несмотря на публичные заявления Вучича, на его страну оказывается давление. Конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы
произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть. Rheinmetall готов построить в Литве, граничащей с Россией и Беларусью, крупнейший оружейный кластер Балтии. Вильнюс и немецкий оборонный гигант запускают новый этап сотрудничества. В стране стартовало строительство завода Rheinmetall по производству 150 миллиметровых снарядов. Предприятие займет территорию площадью 340 гектаров и должно заработать к середине 2026 года. На первом этапе завод будет выпускать 35 тысяч снарядов в год, а к 2027 планируется увеличить объем до 100 тысяч единиц. Стоимость проекта оценивается примерно в 300 миллионов евро, а вместе с запущенными переговорами о строительстве второго завода по производству метательных зарядов и энергетических компонентов общий объем инвестиций Rheinmetall в Литву превысит 400 миллионов евро. Для Литвы это современное производство артиллерийских боеприпасов, крупнейшая оборонная инвестиция в истории страны. Не просто промышленный проект. Это стратегический шаг, направленный на создание сдерживающего фактора как предпосылки мира. В то же время Германия не рассматривает вопрос поставки Украине крылатых ракет «Таурус». Вместо этого Берлин не прочь увеличить финансовую помощь Киеву и считает, что доп. Средства можно направить на развитие дальнобойного украинского оружия. Речь идет о ракетах «Фламинго», пишет немецкая пресса. Напомню, этим летом в России заявляли, что Москва имеет право бить по военным объектам государств, которые снабжают своим оружием Украину для ударов вглубь территории РФ. Удар под дых. Европейская комиссия опубликовала отчет о расширении Евросоюза, в котором говорится, насколько Украина готова к вступлению в ЕС. Основной посыл доклада таков: Киев идет по верному пути. Одна из самых главных негативных тенденций, которые обеспокоены в Евросоюзе, это коррупция в Украине. Специализированные антикоррупционные органы НАБУ, САП, ВАКС, говорится в документе, продолжают вести расследования по делам о коррупции на высшем уровне, однако наблюдается застой в расследованиях коррупционных преступлений другими правоохранительными органами. Далее цитата из отчета. Окончательных приговоров по делам о незаконном обогащении и недостоверном декларировании крайне мало. Среди прочего, в ЕС недовольны спекулятивными инициативами под предлогом войны. Например, освобождение некоторых оборонных предприятий от уголовной ответственности за некоторые преступления, совершенные во время выполнения оборонных контрактов. Со свободой слова тоже есть проблемы. В отчете сказано, Украине необходимо продолжать усилия по обеспечению безопасности и защите журналистов. В течение отчетного периода было зафиксировано несколько случаев предполагаемых преследований и запугивания журналистов на территориях, подконтрольных правительству Украины. Эти случаи особенно затрагивали представителей местных и расследовательских СМИ. По ряду ранее зарегистрированных дел правоохранители провели определенные следственные действия, однако эффективность расследований преступлений против журналистов и работников медиа остается недостаточной. Брюссель боится троянских коней в Евросоюзе и появления еще одного Виктора Орбана. На саммите ЕС заявили, что предлагают испытательный срок для новых членов. Financial Times пишет, что Брюссель говорит, его не устраивает опыт с Орбаном, который, находясь в составе ЕС, был против антироссийских санкций, блокировал вопросы по Украине и не соответствовал принципам демократии. Чтобы избежать подобного от новых стран, которые стремятся в ЕС, еврочиновники говорят о своеобразном фильтре. Я не хочу войти в историю как комиссар, которая ввела троянских коней, которые затем будут активны через 5, 10 или 15 лет, заявила Financial Times глава ЕС по вопросам расширения Марта Кос. Она сказала, что комиссия прорабатывает идеи, такие как переходный период, своего рода испытательный срок, гарантии, хотя добавила, что они находятся на ранней стадии. Зеленскому накануне в ЕС задали вопрос, готов ли Киев стать членом ЕС по ускоренной процедуре, но без полных прав членства. Зеленский удивился и пошел в отказ. Киев не согласен на подобные условия. Нет, как это можно понять? Мы хотели бы, чтобы к Украине было отношение на равных. И если речь о членстве в ЕС, оно должно быть полноправным. Как по мне, очень важно, чтобы это были равноправные страны за одним столом, независимо от размера территории или населения. Во время этой же онлайн-трансляции Зеленский обратился к США и заявил, что Украине необходима поддержка Америки в сфере дальнобойного оружия. Даже само ее наличие у украинских военных может быть сдерживающим фактором, считает Зеленский. Он, кстати, делал заявление в непривычном интерьере. Накануне Зеленский отправился на фронт, на Покровское направление. В то же время в России ряд заявлений сделал Путин. Он подписал законы о круглогодичном призыве и привлечении резервистов на службу в мирное время. Награждая разработчиков
конструкторов крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», заявил, что Россия приступила к серийному производству орешника, а после сделал несколько посланий. Москва готова к дружбе и сотрудничеству не только с соседними странами. Прозвучало и еще одно обращение к Западу. Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал. Все, о чем мы сейчас говорим, это давно анонсированная работа. Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются. Друзья, как вам заявление из ЕС о троянских конях и испытательных сроках? Оставьте свое мнение в комментариях, как и прежде. Пожалуйста, поддержите также меня прямо сейчас лайком. Не устаю говорить всем вам спасибо. Спасибо за ваши отзывы. И также не забывайте подписаться, нажать на колокольчик и не пропускать новые видео. А я продолжаю. Путин на саммит G20 не поедет. Делегацию от России в Йоханнесбурге, где в конце ноября будет проходить форум, возглавит замруководителя его администрации Орешкин. Состав делегации, которая поедет в ЮАР, утвердил и подписал сам Путин. Также в список попали начальник экспертного управления Агафонов и его зам Светлана Лукаш, замглавы МИДа РФ Панкин и замминистра финансов Чебесков. Напомню, приглашение на саммит Большой Двадцатки Путин получил от президента ЮАР Рамафосы еще в июне этого года, и лишь сейчас Кремль дал ответ. Напомню, схожая ситуация произошла в 2023 году, когда Путин отменил визит в ЮАР на саммит БРИКС. Формально, если Путин окажется на территории Южноафриканской Республики, власти страны обязаны арестовать его из-за выданного ордера на арест. 2 года назад Рамафоса заявлял, что если его страна выполнит требования МУС, то это будет равносильно объявлению войны России. Напомню, в прессе на днях также обсуждалось, что именно в ЮАР Путин мог бы встретиться с Трампом. 19 узбекистанцев, освобожденные из трудового рабства в Украине, вернулись на родину. Об этом сообщили в МИД Узбекистана. Их возвращение стало возможным благодаря усилиям посольства Узбекистана, нацполиции Украины и офисов Международной организации по миграции. В сентябре этого года украинские правоохранители задержали подозреваемых в эксплуатации иностранцев на сельхозработах в Теплицах Киевской области. Пострадавших освободили и восстановили им документы для возвращения на родину. По данным полиции Украины, рабскую схему организовали граждане Китая, провернуть дело им помогли украинцы, гражданка Таиланда и один узбекистанец. Рабочим сулили большую зарплату, заманили их на работу, а потом полностью ограничили во всех правах. Даже в туалет люди ходили по расписанию. С чатом GPT нужно общаться грубо. К такому выводу пришли ученые Пенсильванского университета США, пишет издание Vice. Исследования доказали, если вы задаете вопрос чату с искусственным интеллектом в очень грубой форме, то он дает поразительно точный результат, почти 85%. В то время как вежливый тон снижает точность ответов на 5%. Иными словами, чат GPT, по-видимому, работает немного лучше, когда с ним обращаются как с глупым подчиненным, говорится в материале. Однако исследователи предупреждают, у грубости есть и темная сторона. Они отмечают, что некультурное общение с искусственным интеллектом может нормализовать плохое поведение в человеческих разговорах и сделать технологии менее инклюзивными. Проще говоря, чем чаще мы разговариваем с машинами как грубияны, тем большая вероятность, что мы начнем также говорить и друг с другом. Быть замужем или встречаться с парнем стыдно. Это новый странный тренд соцсетей, пишет британский Vogue. Скрыть свою вторую половинку стараются именно женщины, говорится в материале. Вместо того, чтобы открыто рассказать о своем парне или же муже, девушки выбирают тонкие намеки. 2 бокала на столе, мужской затылок в кадре или же размытые снимки. А некоторые вовсе ведут свои соцсети, словно второй половинки нет. Таким образом, женщина пытается балансировать между двумя мирами, считает писательница Зоя Самудзе. Девушки не хотят, чтобы их воспринимали как тех, кто живет только ради мужчины, но при этом все еще хотят признания и статуса, который приходит с тем, что у них есть партнер. Чтобы докопаться до истины, Vogue провел соцопрос в Инстаграме. Оказывается, многие боятся еще и сглаза. Многие женщины признались, что они попросту суеверны. Некоторые боятся сглаза. Верят, что их счастливые отношения могут вызвать у других такую сильную зависть, что это разрушит пару. Другие опасаются, что отношения закончатся, и им придется жить с напоминанием о них в постах.
Дорогие женщины, а что вы думаете о такой тенденции? Стесняетесь ли вы своих мужчин или же наоборот гордитесь и делитесь совместными фото в соцсетях? Напишите, пожалуйста, ответ также в комментариях. И вопрос к мужчинам. Часто ли вас так публично игнорят ваши женщины? И согласны ли вы с такой тактикой? В Москве скончался известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев. Как пишут российские паблики и СМИ, ведущему стало плохо дома утром 4 ноября. Его доставили в одну из больниц Москвы, где он и умер. Телеграм-канал «Шот» утверждает, что Николаев страдал тяжелым заболеванием легких. Напомню, карьеру на телевидении он начал в 1973 году. В разное время работал ведущим развлекательных программ на российских федеральных каналах. Самые популярные из них — это музыкальные «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Друзья, спасибо вам за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.